В общем-то, годный только для того, чтобы гонять за пивом на даче, либо чтобы съездить на Байкал за пивом. На Байкал. А еще на этом скутере можно полежать. Так и скажи, Антоха даже не знает, какой фирмы там впрыск, потому что он не ломается. Двигатель, то есть практически весь полностью состоит из алюминия. Можно сдать в цвет мед, слушайте, если сломать. Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. На самом деле не совсем, просто каждое видео на этом канале должно начинаться с этой фразы. Так, мальчик, ты откуда взялся? Как вы уже, возможно, поняли, сегодня у нас необычный выпуск. И сегодня в кадре буду не только я, но еще и мой товарищ, клиент, а также бывший сотрудник Сергей. И сегодня я решил наконец-то снять для вас обзор Suzuki Skywave 650 в моем исполнении. Обещал сделать это на своем скутере, который я продавал, но, к сожалению, я продал его раньше, чем смог что-нибудь заснять. Поэтому я нашел вам живого еще пока обладателя Skywave 650, причем в достаточно хорошем состоянии. На этот Skywave мы уже снимали обзор в нашей мастерской. Он недавно куплен из Японии. У человека Skywave уже второй. Первый он купил, конечно же, у меня. Предпоследний 400-ку продал мне, поэтому нас с ним связывает достаточно многое. И у вас будет возможность послушать отзыв настоящего живого владельца. Пока что живого. Да. И начнем с вопроса, почему вы не купили Silver? На самом деле, материться можно? А если серьезно, то Антоха очень много рассказывает о техническом обслуживании, ремонте, нюансах этой модели, а полноценного обзора так до сих пор и не снял. И самое время это исправить. Поехали! Что такое скутер в понимании простого обывателя? Это маленькое транспортное средство, двухколесное, с бесступенчатой коробкой передач, как правило, с маленьким слабеньким двигателем объемом не более 50 кубических сантиметров, на который раньше были не нужны права. Теперь, к сожалению или к счастью, все сильно изменилось. В принципе, маленький скутер – это идеальная замена велосипеду, чтобы съездить, например, за пивом на даче. Собственно, пространство под сиденьем, так называемый в народе унитаз, вполне себе этому способствует. Главное доехать быстро, пока пиво не согрелось. Вот. Также на скутерах очень любили раньше ездить школьники. Сейчас их стало намного меньше, потому что все-таки наши доблестные гаишники следят за тем, чтобы люди без водительских удостоверений и без мозгов ездили на чем-то подобном, но отдельные экземпляры все же встречаются. Так выглядит скутер в представлении среднестатистического обывателя, но в целом понятие скутера на самом деле намного шире. Первыми производить скутера с рабочим объемом 125-150 кубических сантиметров начали пробовать еще итальянцы в середине прошлого столетия. Но это по-прежнему были все те же небольшие скутеры, которые годились только лишь для того, чтобы ездить по городским пробкам, добираться с работы домой и обратно. Но все-таки не очень-то подходили для трассы и для каких-то дальних поездок. Ни по комфорту, ни по динамике, ни почему-то еще. В конце 90-х компания Suzuki задумалась над тем, чтобы выпустить принципиально новый мотороллер. В конце 90-х компания Suzuki выпустила на рынок принципиально новую технику. Макси-скутер Suzuki Skywave, который отличался от всего, что люди видели до этого, не только двигателем объемом 250 или 400 кубических сантиметров, что само по себе для скутеров того времени было чем-то заоблачным, но имел еще и очень внушительные габариты. Suzuki Skywave первого поколения имел размеры практически в 2 раза больше привычных маленьких классических Vesp или какой-нибудь Honda Dio, которая у многих, я думаю, была.
Скутер, который вышел на рынок, назывался Suzuki Skywave 250 или 400 для внутрияпонского рынка и Suzuki Burgman для рынка европейского. А изначально рассчитывала компания Suzuki именно на то, чтобы расширить свое влияние на европейском рынке, потому что ничего подобного в Европе не было. Скутер вполне подходил под все европейские нужды. Он прекрасно чувствовал себя и в европейских городах, и вполне подходил для того, чтобы поехать куда-нибудь на выходные в соседний город или страну попутешествовать. Ведь расстояния между странами там не такие уж и большие. Также он имел определенную популярность и в Америке. В Россию эти скутеры попали немного позже. Безусловно, всех конкурентов компании Suzuki заинтересовала данная концепция, и они поспешили выпустить какой-то ответ. Проще всего поступила компания Kawasaki. Они просто договорились с компанией Suzuki и выпускали то же самое, только под своим брендом Kawasaki Epsilon. Он выпускался, насколько я знаю, в 41-м, 42-м и 43-м кузове, то есть это первые три поколения 400-ок и 250-ок. Но однако Kawasaki Epsilon выпускалось немного, и широкого распространения они не получили. Насколько я знаю, примерно в 2005-2006 году производство их было остановлено, и дальше были только Skywave и Burgman. Уже в 2000 году сразу 3 всемирно известных компании выпустили свой ответ Suzuki. Это были скутер Yamaha T-Max 500, это был Honda Silverwing 400 и, конечно же, малоизвестный в России, но тем не менее очень интересный скутер Piaggio X9. Все это произошло в 2000 году, и все 3 этих модели имели одно огромное преимущество перед 400 и 250 Skywave. Это двухцилиндровый двигатель. Поэтому компания Suzuki тоже долго ждать не стала. И в 2002 году в продаже появился Suzuki Skywave 650. И в данный момент он перед вами. Мощность, крутящий момент, вибрации, а также ресурс. Эти все плюсы обгоняли привычный нам одноцилиндровый Skyway и оставляли его далеко позади конкурентов. И поэтому Suzuki была вынуждена выпустить ответ на все эти попытки выпустить ответ. Поэтому компания Suzuki была вынуждена провести работу над ошибками и опять обставить всех. Результатом их трудов стал макси-скутер Suzuki Skywave 650. Впрочем, кроме названия, ничего общего со старыми Skyway'ами, 250-ми, 400-ми он не имеет. И это абсолютно, принципиально другой скутер. Как бы ни старались итальянцы, поезд все равно едет. Блин! Как бы ни старались итальянцы, но Piaggio X9 так и не стал каким-то супермассовым скутером. Поэтому основными конкурентами Skyway и Burgman так и остались Silverwing и T-Max. При этом Skywave 650 имел перед ними ряд неоспоримых преимуществ, а также кое-какие внедренные инновации. Skywave 650 был инжекторный с самого начала выпуска, а T-Max, к сожалению, имел карбюраторы в первой своей версии. С Silverwing немного другая история. У Honda двигатель прекрасен, к нему вопросов особых нет. Хотя сейчас уже спустя годы много вопросов к коленвалу и к мотору в целом. С Silverwing другая проблема. У него очень вялые тормоза, один тормозной диск спереди, и при массе, близкой к массе Skyway 650, у него вилка с одной траверсой, как на Skyway 400. Как итог, вся эта конструкция, если сравнивать, по крайней мере, с живым Skyway 650, довольно-таки уныло управляется и еще более уныло тормозит, что, когда ты попробовал лучшее, неприемлемо. Будем честны, на больших скоростях и при очень резких маневрах T-Max, пожалуй, рулится немножко лучше, чем Skywave 650. Но он не имеет таких больших габаритов, настолько вместительного багажного отсека, такого количества бардачков и, конечно, такого количества интересных технических фишечек.
тюнинг. Давайте рассмотрим Skywave 650 с технической точки зрения. У классического скутера типа Skyway 400 или даже Honda Dio двигатель является неподрессоренной массой. Он является единым блоком с задним колесом и работает как подвеска, то есть закреплен через амортизаторы. У Skyway 650 конструкция принципиально отличается. Здесь двигатель с трансмиссией и промежуточным редуктором закреплены к раме через сайлентблоки и каких-либо движений не имеют. А неподрессоренной массой является только задний редуктор, в котором внутри находится гитара шестерен. За счет этого получилось сильно улучшить управляемость. Также управляемость получилось сильно улучшить за счет вилки с двумя траверсами, которая имеет гораздо большую жесткость. Кстати, конструкция у Suzuki очень похожа на компоновку T-Max, а также она похожа на компоновку BMW C650 GT, появившегося только спустя 10 лет. Самая интересная и необычная вещь в этом скутере – это его вариатор. Трансмиссия Skyway 650 вызывает самое большое количество опасений у тех, кто хочет себе приобрести Skyway 650, а также у тех, кто им уже владеет. Но в то же время это и его фишка. Люди боятся покупать Skyway из-за вариатора, потому что он сложен, но в то же время многие покупают Skyway из-за вариатора, потому что он безумно крутой в управлении. У него есть ручной режим, некая эмуляция механической коробки, которым, правда, в жизни мало кто пользуется. А также у него есть спорт-режим, который позволяет двигателю разгонять этот скутер на секунду быстрее. Паспортный разгон в обычном режиме до 100 км в час составляет 6,5 секунд, а в спорт-режиме 5,5 секунд. Правда, если пользоваться им постоянно, сцепление умирает несколько быстрее. Кстати, о ходовой части. Рама здесь обычная стальная трубчатая, но все-таки основной несущей конструкцией принято считать двигатель с задним колесом. Это довольно длинная штуковина, которая заканчивается в районе места, где водитель ставит ноги. И рама здесь носит весьма номинальный характер. Вилка здесь 41-я, стандартная мотоциклетная, картриджей в ней нет, а они там, конечно, не помешали бы. Но в 2002 году это все равно было очень-очень круто. Задние амортизаторы особенностей не имеют, они довольно примитивные, как и любые другие амортизаторы, которые ставили производители с завода. В идеале, если хотеть какой-то сверхъестественной управляемости и ресурса, амортизаторы задние меняют на какой-то тюнинг. Передние тормоза у него абсолютно прекрасны. Их хватает просто с головой, и никогда с передними тормозами нет проблем, ну только если скутеру не 20 лет и поршни просто не закисли. С задним тормозом все несколько сложнее. Тормоз классный, все сделано хорошо, но он более требователен к обслуживанию, и система, которую сделали японцы с ручником на одном из поршней, вызывает некоторые вопросы у неопытных пользователей. Но тут, извините, нужно просто читать мануал и делать все в соответствии со спецификациями. Итак, двигатель. Двигатель в данном скутере рядный, с поперечным расположением цилиндров, практически горизонтально лежащий, по 4 клапана на цилиндр и с распределенным впрыском. Правда, Антоха так и не смог вспомнить, кто его производитель, но это, в общем-то, не важно. Самое главное, не ломается. Самое главное, что он практически не ломается и способен пройти до 300 тысяч километров без капитального ремонта. Ну, конечно же, капитальные ремонты в нашем сервисе иногда случаются. Пару двигателей в год умудряются убить кривыми руками. И, естественно, на пробеге меньше, чем 300 тысяч километров. Но в теории это возможно. Хотя я знаю ни один скутер с пробегом более 200 тысяч километров, которые не вскрывались, прекрасно ездят, не жрут масло, и владельцы радостные и довольные чинят только вариатор периодически. Отличие от классического вариатора здесь во всем. Во-первых, данный вариатор имеет полностью электронное управление. То есть там стоит моторчик сервопривода, который сводит и разводит клиновидные шкивы, а ниже щеки вариатора. В отличие от чисто механического на центробежной силе классического вариатора на маленьких скутерах, в том числе и на 400-ках.
Здесь вариатор – это отдельный агрегат, который можно просто открутить и снять целиком, в отличие от тех же самых более классических и простых скутеров. Кстати, это одна из технических инноваций компании Suzuki, которая отличает данный скутер от T-Max, Silverwing и даже от BMW C650 GT, который появился намного позже. Сцепление у него многодисковое, в масляной ванне, такое же, как на любом мотоцикле. С той лишь разницей, что выжим его происходит за счет грузиков, которые стоят внутри корзины с одной стороны, и за счет центробежной силы просто прижимают диски при увеличении оборотов. Подробнее о том, как устроен этот двигатель изнутри, вы можете посмотреть на видео по ссылочке, которую я прикреплю вот здесь. Вот там. К сожалению, из-под моста нас выгнали строители, а на улице начался дождь. Поэтому мы продолжаем этот выпуск спустя неделю. И, Вот кажется, мы остановились на вариаторе. На нем можно останавливаться долго, практически бесконечно. Но касаемо вариатора, я упомяну только один нюанс, который касается дизельного звука, а также годов выпуска мопедов, которые стоит или не стоит покупать. До 2005 года конструкция в стыке двигатель-вариатор была не очень удачной. И завод Suzuki признал дефект и исправил его в 2005 году. Дело в том, что шестерня промежуточная между первичным валом вариатора и валом, который выходит из двигателя, имела не очень удачную конструкцию шлицов, которые разбивала. Подробнее о шафт-адаптерах, о дизельном шуме и всем остальном мы рассказывали, когда снимали видео с Евгением Матвеевым в Крыму. Оно раньше называлось «Нижегородский шафт-адаптер убьет твой вариатор», а сейчас называется «Самый дорогой в обслуживании вариатор». В общем, видео старое, но актуальное по сей день. Рекомендую всем к просмотру, если вы его еще не смотрели. В 2005 году компания Suzuki доработала эту конструкцию, устранила дизельный звук, и больше никаких акустических неудобств владельцы Skywave и Burgman 650 не испытывали. Однако это не значит, что конструкция стала принципиально более или менее надежной. И мопеды с дизельным звуком, и мопеды без него ходят одинаково долго и одинаково радостно. В принципе, если пробег вашего мопеда менее 100 тысяч километров, то на дизельный звук можно забить, не париться и не обращать на него внимания. Но, впрочем, если он вас сильно беспокоит, вы вполне можете установить себе нижегородский шафт-адаптер, который уничтожит вас мотор к чертовой матери. Да. А нормально взять польский у нас в мастерской, поскольку недавно мы получили целую партию их из Польши. Очень надеюсь, что и дальше они успешно будут нам приезжать. Это называется параллельный импорт. Ну, это уж как получилось. Я всем всегда говорю, когда меня спрашивают о покупке Бургмана, что лучше смотреть всегда его, начиная с 2005 года. Начиная с нормального 2005 года. Про нюансы с годами выпуска я рассказываю вот в этом видео по ссылочке. Потому что год выпуска скутеров, особенно привезенных из Японии, очень часто не соответствует действительности. И на это надо обращать внимание, просто зная некоторые нюансы. Отличия могут быть довольно серьезные. Я рекомендую всем покупать скутеры, начиная с 2005 года. Во-первых, потому что у них нет проблемы с дизельным звуком. И в целом это, просто минус одна проблемка, которая неприятная в случае, если пробег вдруг окажется очень сильно скрученным, что бывает. Пробег, кстати, скручивается элементарно. Но рассказывать мы об этом, конечно же, не будем. В смысле, как это сделать, мы вам не расскажем. А также с 2005 года есть возможность купить скутер в максимально хорошей комплектации. Причем с 2009 они пошли все в максимально хороших комплектациях, а с 2005 в комплектации LX они были доступны. Самые интересные опции, которые есть в 650-ке, это, во-первых, электрозеркала, во-вторых, электрорегулируемое ветровое стекло, а в-третьих, ABS.
В-четвертых, еще есть подогрев сиденья, который ставился начиная с 2009 года. Но это уже нюансы. Я считаю, что прям самое must-have — это электрозеркала. Второе по удобству — это ABS и по нужности. А третье — это уже электростекло. Так вот, ABS и электрозеркала в LX до 2005 года встретить еще можно, но электростекла до 2005 года нет, как нет и иммобилайзера. В общем, покупайте хорошие мопеды и покупайте наших слонов, там вот это вот все. Наши поезда, самые поездатые поезда. Как бывший владелец Skywave 2003 года выпуска версии Anniversary, то есть юбилейная, о которой Антоха, кстати, снимал небольшое видео, которое можно будет найти вот здесь, могу сказать, что все плюшечки, все фишечки, все вот эти вот электронные вещички, интересности, которые есть в этом мопеде, они очень упрощают жизнь, увеличивают удовольствие от вождения этого чудесного макси-скутера. И, конечно же, просто приятно само их наличие. Самое главное, о чем упомянул Антоха, и он абсолютно прав, это складные электрозеркала. При складывании зеркал, которое производится, в общем-то, путем простого нажатия на кнопку, ширина скутера уменьшается на 15 сантиметров, что увеличивает его проходимость, маневренность в пробках. Когда вы двигаетесь между рядов, можно втиснуться практически в любое небольшое узкое пространство между рядом стоящими автомобилями. Это, несомненно, огромный плюс для городского трафика. Очень многие владельцы 400-ок, которые думают пересесть на 650-ку или других каких-то маленьких мопедов, очень переживают на тему того, что 650-ка слишком большая, тяжелая и так далее. На самом деле это самый бестолковый стереотип вообще, который только можно придумать. Ты вкатываешься буквально на второй день и понимаешь, что она гораздо более юркая, чем 400-ка за счет мощности двигателя, а по ширине, если сложить зеркала, она просто безумно всепролазная. Я сегодня не мог догнать Серегу на SXR, потому что этот широкий руль не давал мне так же успешно проезжать между машин, а он при этом был с пассажиром. Конечно же, ABS. ABS крайне необходимая вещь и в городе, и на трассе. В принципе, как бы любые дополнительные системы безопасности, связанные с тормозами, это must-have, это очень нужная вещь. Мне на юбилейке этого очень не хватало. Здесь ABS есть, поэтому теперь, нажимая на тормоз, я вообще не задумываюсь о том, попаду я колесом на канализационный люк, на разметку или на что-то еще. ABS отработает. Самое главное, при сильном наклоне резко не тормозить, а все остальное ABS сделает за вас. Но самое главное, конечно, должны быть понятия о том, как это работает, вот здесь, в голове. Да, я всегда говорил, что самый лучший ABS и ограничение мощности, оно примерно там. Далее. Регулируемое ветровое стекло. Безусловно, очень полезная штука, когда едешь в дождь или когда просто с большой скоростью едешь по трассе, чтобы меньше сносило с мопеда и тебя, и твоего пассажира, если он имеется в наличии. Поднимаешь стекло, и жизнь становится намного проще, приятнее, меньше шума в ушах, меньше сносит ветром. Обогреваемые ручки, обогреваемые сиденья. Стало холодно, пошел дождь, поднял стекло, включил обогрев ручек, включил обогрев сиденья. Кайф, вообще жизнь удалась. Над головой выросла крыша, двери, и вообще ты встал как в C1. Это в следующих версиях Бургмана, наверное, будет. Но это не точно. Итак, резюмируя, что мы имеем? Электрические опции на все случаи жизни. Едешь, попал в пробку, узкое междурядье, сложил зеркала, кайф. Пошел дождь, сильный ветер, большая скорость, поднял стекло, кайф. Холодно, дождь, мерзнут руки, мерзнет жизнь, в общем, не совсем удалась. Включил обогрев сиденья, включил обогрев ручек, и все. И жизнь снова в кайф. В общем, вообще, едешь на Бургмане,
или на Skywave, кому как больше нравится. И вообще все в кайф. Естественно, не стоит забывать о том, что имеются у нас небольшие бардачки, в которые можно положить мобильный телефон, ключи, бутылку воды 0,5, которая туда совершенно спокойно влезает. Большой бардачок, прикуриватель, все дела, все у нас есть, все, что нужно для комфортного существования в дороге или в городской среде. А как быть, если ты попал в пчелиный рой или в песчаную бурю? Об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз. Вот такой вот он, Suzuki Skywave 650, каким его видим мы. Я человек, который 12 лет их ремонтирует и на них специализируется. И я человек, который уже 5 лет на них ездит и просто кайфует. Между прочим, вот в отличие от C1, на 650-ке можно стать первым парнем на деревне. Особенно если в деревне больше нет 650-ок. И больше нет парней. Именно 650-ка является ярким примером того, что производитель, который задал тренд для всех остальных производителей, продолжает оставаться первым в своем классе. Первым, единственным и неповторимым. По сути дела, Skywave 650 – это своего рода Goldwing среди макси-скутеров, только не Honda. Как написано на прекраснейшей круглой наклейке Бургман клуба, вам заявляю без всякой балды, мой аппаратец покруче голды. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. А также Сергей Сергеевич и авторазбор Mercedes-Benz. Если вдруг вы ездите на старых Мерседесах, обращайтесь к нам, у нас есть все. В общем, здесь вам обязательно помогут. Не забудьте обязательно поставить лайк этому видео, написать комментарий и нажать на колокольчик, чтобы первому узнавать о новых интересных видео, ведь мы стараемся для вас. А если вы хотите увидеть уникальный контент, который не появляется в общем доступе, заходите на Boosty, подписывайтесь. Также там можно просто поддержать то, что делает Антоха. Он старается специально для вас, всю душу вкладывает в свое дело, просто вот такой вот прям душевнейший. Поверьте, съемки этого видео проходили очень весело, и все смешные моменты будут именно на Boosty. Всем пока! И поэтому компания Suzuki была вынуждена... Иволга! Наши поезда! Самые поездатые поезда на свете! Мы снимаем в великолепной локации просто. Мы просто вот наслаждаемся видом и величием отечественного паровоза, отечественной железнодорожной тяжелого машиностроения, да, Паровозного тяжелого строения. Полета инженерной мысли и фантазии.